Всем привет! Меня зовут Эдуард Кичугин, и это будет еще один новый формат на моем YouTube-канале. Я буду в нем говорить про всякие штуки, которые касаются ландшафта, архитектуры и рисунка, и скетчинга в вот этом вот профессиональном разрезе. Там, где вот эти вот сущности, они берут и пересекаются. Там, где скетчинг иллюстрирует проектную деятельность, или проектная деятельность требует скетчинга, или это все идет в историю практики, или в историю обучения. И вот интересная штука. Это один из таких потрясающих главных инсайтов этого месяца. Это просто у меня вот сейчас взрывается мозг от осознания того, насколько это круто. Ну, когда я вписывался в эту историю, я не понимал, насколько это круто. Но сейчас меня это прям невероятно заводит. Я вот с вами поделюсь. И что это такое? Ну, то, что я уже практически месяц начал преподавать в моей родной лесотехнической академии, ну, в лесотехническом университете имени Кирова. Раньше я там учился, а теперь я там преподаю, да, и веду группы студентов, которые соответствуют 3-4 курс, и они разделены на различные темы. Это проектирование, это малый сад и устойчивое развитие. Вот. И у меня есть мои студенты, которых я должен довести до результата. То есть у них идет история проектирования, я их корректирую, направляю, делаю вот эту вот большую такую грандоисторию того, чему я научился, работая в европейских проектах, ну и будучи там 5 лет уже, наверное, в контексте проектирования, ну, большей частью итальянском, и, ну, и вообще по миру, ну, разные проекты и разные видения проектирования, и разные ситуации практически, ну, большей частью практически, которые я могу интерпретировать и передать студентам. Вот, которые учатся сейчас в академии, у них есть определенный контекст, определенные знания, определенный уровень. И я думаю, я прихожу туда и немного меняю понимание всего этого процесса так, как у меня менялось оно вот за эти 5 лет. Это удивительное ощущение. И каждый раз, когда я прихожу и вижу там новые лица или уже тех, кого я понимаю, каким образом они думают, и когда я даю им вот эту вот новую для них логику, понимание процесса проектирования, и в глазах такое происходит пу-бум, пу-бум. Я вот на самом деле это видел раньше, потому что раньше я вел, ну, курс скетчинга, это уже было 3 года, наверное, ну, это очень длинная история. И я его вел для профессионалов в архитектуре, ландшафтной архитектуре. Ко мне приезжали на курс люди с разных стран даже. И я им давал технику скетчинга и быстрого рисунка пером и тушью. Ну, и в переложении на линер и на современные инструменты, там, чем угодно можно скетчить. Я скетчил скотч, который липкая лента, да, на стене проекта. Ну, просто это вот такой вот стиль. Ты можешь рисовать чем угодно, на чем угодно, когда угодно, как угодно. И вот это вот такой подход, тот подход, которому я обучаю на моем курсе скетчинга. Вот. И так как скетчинг в моем видении мира неотделим от проектирования, я давал вот эту вот историю для профессионалов, которые ландшафтная архитектура, им это нужно было привязывать под реальные проекты. И помимо того, как это привязывается под реальный проект, я проговаривал зачастую и то каким образом вот эти проекты, например, осмысляются здесь в голове, или, ну, как я вижу, осмысляются, например, в студии, которая итальянская, студия Габриэля Филиппини, Ольги Москвиной. И то, как я видел преломление этих ситуаций для различных стран, ну, вот этой вот логики проектирования. И я это проговаривал вот на этом курсе скетчинга. И я видел, как у людей так глаза такие, что? Можно было думать так? Реально можно было думать так? Типа, мы все знаем про это, мы там 50 лет в этом процессе, можно было делать так?
Интересно. Вот. И сейчас я вижу то же самое. Ну, на самом деле нет, немножко отличается. Немножко отличается, потому что тут студенты, у них очень свежие мозги, и они очень на контексте, на том контексте, который, ну, все видят. И они не зажаты такими рамками мышления, с которыми я тоже пришел туда, в европейскую историю проектирования, и мне было очень сложно, потому что пришлось прям обламываться, очень сильно обламываться и менять. Ой, все нужно было менять. Вот, а теперь я вижу то, как эта система работает на совершенно свежие мозги, которые вот в таких условиях академии, родной академии, в том процессе обучающем, который, ну, в общем, я прошел тоже полностью. И это очень любопытно. Это для меня один из главных инсайтов этого месяца. Совершенно потрясающий. Я сижу и думаю, к чему бы это все происходит. Удивительно. Вот, пока не знаю, поделился. И тоже из интересных событий этого месяца была поездка в Псков, в Печоры, в Изборск. И изначально эта поездка, она была подвязана под возможную историю проектирования. Я не знаю, срастется эта история, не срастется. Ну, в принципе, это так, вариативно. Но поездка была супер интересная, потрясающая, невероятная. Я раньше не видел ни Псков, ни Печоры, ни Изборск. И для меня было большим инсайтом. То есть ездили туда на 2 дня, ездили и вливались в контекст, изучали. Ну, то есть это такой практически типичный происходил процесс предпроектных изысканий. Только он у меня в некой своей парадигме, в своем видении. Ну, в принципе, он такой логичный, понятный, но немножко с таким итальянским уклоном. И это была потрясающая история. И начиналась она, ну, да, блин, было супер интересно. Мы ехали с потрясающей Юлией Абрасименковой. В общем, я отмечу тоже в этом видео. И, может быть, нет, я уже выкладывал это видео. Или не выкладывал, не помню, короче. Если не выкладывал, то я добавлю вот это вот видео из избор. Точно выкладывал, так что, если кому-нибудь интересно, то смотрите на канале. И ездили на поезде. И немножко с утра, это сидячий поезд, сидели, я уснул, она там где-то, ну, не спала, то есть были разные места в поезде, а потом за час до приезда я проснулся, мы встретились и сидели на полу в поезде. Как? Это немножко, ну, как будто бы Европа. Ну, в Европе нет проблемы сидеть на полу в поезде, нет проблемы сидеть на площади, на этом, просто на камне. Ты просто сидишь где хочешь, потому что везде чисто. И Юльчик, у нее тоже, видимо, такой подход сформированный. Ну, кто много в Европе находится, тем очень проще вести себя. Ну, в общем, мы купили кофе и сели там между этими дверями. И так просидели до Пскова. И потом вышли в Пскове и начали гулять по окрестностям, там изучать вот эту вот вся история пейзажа, культурали. И, в общем, супер весело было, супер. И один из моментов, который там произошел, я стою, Юля там сидит в бургерной, кушает какие-то бургеры, а я выхожу, ну, подышать, ну, вот, немножко фумара. И ко мне подходит какой-то странный, ну, не странный, очень такой прям внушительный мужчина. И он подходит с женщиной и показывает мне такую пум-пум картинку. А на картинке нарисован я сбоку, как будто бы скетч такой цветными карандашами. Цветными карандашами, странно. И говорит, это вы. И типа, вы иностранец? Вы откуда? Where are you from? Я такой, I'm from Russia. I'm from Санкт-Петербурга. Да. Ну, короче, интересно. И оказалось, что он руководитель Псковского клуба скетчеров.
Ну, они там делают скетчинг, видимо, прям со страшной силой. И у них есть целый клуб. И этот руководитель гулял тоже с женщиной и делал свою вот эту вот скетчевую историю. Подошел ко мне, нарисовал меня. Ну, я такой обалдел просто. Нифига себе встреча. К чему бы эти такие истории развиваются? Ну, позвал Юлю, Юля очень эффектная, супер эффектная, он нарисовал ее, мы поболтали, у них была собака, мы пообщались, это вообще такая потрясающая встреча была. И договорились дальше контачить, только, вот я только сейчас вспомнил, из Пскова мы приехали, наверное, недели 3 назад, если ничего не путаю. В общем, вот один из фрагментов вот этой поездки, это была такая встреча с псковским руководителем клуба скетчинга. Необычно. Вот эти весь контекст, он у меня в сторис в Инстаграм. Кому интересно, то там можно смотреть. И еще интересная штука про Saatchi Gallery. Наверное, многие обратили внимание, что там в крайних моих видосах я рассказываю, что мои картины теперь можно там купить. Ну, это прикольно. Тоже, опять же, перевернуло сознание, когда перешли вот эти вот мои изображения, которые я делал, и в таком в тренировочном режиме, и в экспозиционном тоже, потому что, выставки-то у меня уже были, и это не новая для меня тема. Но я не пробовал продавать эту историю, а теперь начал, просто перевел парадигму в другую плоскость и совершенно другое видение того, как мне нужно строить эти изображения, у меня вдруг появилось. Раньше его не было. Это очень странно. Я так сижу, думаю... Короче, это сильно изменило мой рисунок. Прям радикально изменило. Потому что преследовал разные задачи. Я прям скажу. Вот как есть, так и скажу. Потому что мне хочется всю эту историю, например, рисовальную, скетчевую, оптимизировать до невозможности, потому что все время очень мало времени. И нужно что-то делать, чтобы оно оптимизировалось, и были итерации, приносили пользу. Тут. Я думал, я все равно делаю видео на YouTube. Все равно делаю эту обучающую историю. Я хочу попробовать продавать их. Я хочу, чтобы это были такие нормальные деньги. Saatchi Gallery. Окей, круто. Если я, например, делаю картины для Saatchi, пускай я буду одновременно делать и мои видео. Или АСРМовские, там, где вот эти вот звуки пера, там всякие вот эти вот шур-шур-шур, ту-ту-ту, когда голова становится полна восторга и пустая. И, может быть, я могу делать так. Я делаю видео, и результат этого видео я отправляю на Saatchi Gallery. И это значит, что одно мое видео должно быть равно одной картинке, одной картине, которую я снимаю, когда я рисую, и отправляю на Saatchi Gallery продаваться. И пускай она там лежит, пускай она там продается. И вот я думал, что такую систему, так как я делаю видео очень много, продуктивность какая-то, такая прям приступами бешеная. Вот, я подумал, что я могу сделать это много и часто, но нет. Есть конечность вот этого ресурса, и большей части конечность это эмоциональная. То есть, можно было бы работать в таком режиме, но не хватает вот этого, как сказать, я не знаю как. Как будто бы в тебе батарейка, она конечная. У нее есть ограниченный запас. И потом, даже если у тебя есть время на это, вот просто не можешь рисовать. С этим тоже столкнулся. Поэтому не так интенсивно это все происходит. Но зато пока мне удается придерживаться такого странного контент-плана, когда я делаю видосы каждый день. Сейчас они выходят каждый вечер. И у меня вот я думаю, продержусь я до Нового года в таком режиме или не продержусь. И интересно, как это повлияет на мой YouTube-канал, как он разовьется, что с ним произойдет. В общем, вот, это тоже такая одна из фрагментов, которые я тестировал в этот месяц. Богатый месяц на всякие нововведения. И вот еще одна очень важная тема
По прошлому году я проектировал храм Авраамия Болгарского, и он там строился в коммунаре. И, в общем, он достроился до такого экстерьерной, ну, плюс-минус финальный вариант. И, ну вот, это был такой первый опыт в проектировании там таких серьезных историй в архитектуре. Не малые архитектурные формы, а уже храм. Уже, блин, такая серьезная история. В общем, вот. Во всяком случае, он уже воплощен материально, и там большей частью вопросы-то остались, наверное, к тому, что собой должен представлять интерьер. Сейчас у меня нет возможности за этим следить. Это большая проблема. Ну, в общем, там очень большая проблема. Но зато ко мне пришел другой вариант. Я сделал проект домика. Это такой, в такой стилистике итальянской виллы. Ну, очень много арочных окон, высокие потолки, 4,5, может быть, 5 метров, классическая треугольная крыша. Ну, он перекликается с архитектурой того храма, который я строил, только это вообще другой размер. Это огромная история теперь сейчас. Тоже в сторис у меня в Инстаграм он мелькал. Это тоже интересно. И вот я сейчас иду тоже в итерациях по этому проекту. Это заставляет изо всех сил думать, изо всех сил очень-очень сильно. И заводит невероятно. То есть вот еще одна итерация того, что происходит в жизни, и то, что привязано и к скетчингу, и к проектной архитектурно-ландшафтной истории. Вот. И также еще одно ответвление всех этих историй. Сейчас начал активно заниматься сайтом. Ну, как активно? Ну, вот сколько у меня хватает времени и ресурса. Ну, главное, это, ресурс на самом деле. Сейчас пишу разбредовку для того, чтобы вот эта вот история со скетчингом, с курсом, она приняла какой-то материальный момент, материальное воплощение. И тоже сижу и прорабатываю всю эту историю. Но сайт у меня есть, и он ведется, ну, в таком очень опосредованном режиме. На самом деле там просто автопостинг. Я делаю видео на YouTube, и оно улетает на WordPress-овский сайт автоматом. То есть видосов-то я делаю немерено, а посты на этом сайте, они возникают автоматически. То есть я вообще ничего не делаю. Есть какой-то сервис-автомат для этого. И вот у меня сайт так ведется. И, наверное, на нем, да, я буду делать вот эту вот историю, которая, ну, организует мой продукт, который предназначен для продажи. Это курс, это книга, это мерч, ну, с моей графикой. Там будут ссылки на магазин, где можно с моей графикой купить, ну, хоть, я не знаю, там, кружки, леггинсы, все что угодно, там, пляжные полотенца, коврики для йоги, разные штуки. И туда нанесена моя графика. Блин, вот хорошая идея, может быть, мне сделать мокку с моей графикой. Любопытно. Вот, это тоже в работе. И еще, как мне кажется, много всяких штук. Я вот сейчас в моменте пытаюсь вспомнить и пересказать, и это интересно. Да. И вот, может, еще, ну, такое финальное, наверное, на этот ролик. Сейчас, ну, тоже в этот месяц, все в этот месяц. Странный. Октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, октябрь, да. Вот странный он, короче. В нем происходит очередная смена парадигмы того, как я рисую. Все это, наверное, уже заметили, кто смотрит, потому что, ну, остается уже, ну, накопленный пул тех видео, которые я предзаписывал до этого, и это такая, ну, линейная графика, как у меня обычно. А теперь я очень-очень сильно активно думал, каким образом, там, учитывая то, что я, например, хочу делать картины на Saatchi Art, мне делать это быстро, еще быстрее и круче, чтобы прям вот за небольшое время видео я делал,
ну, такой графический продукт, причем формата А3. Вот это интересно. Мне нужно было перейти на формат А3 как такая серьезная штука, которую можно повесить на стену. Ну, такая ощутимая штука. Это уже не формат А4, это уже гораздо интереснее. И, ну, тут понятно плюс-минус, за что там такие деньги. Вот. И я, в общем, экспериментирую с тем, чтобы совместить графику пером и такие штуки, которые могут приносить мне на рисунок пятна. Пятна, у меня все равно такая стилистика, она местами супер точная, местами супер вариативная, местами супер разболтанная просто. Вот. Я искал варианты, какие могут быть штуки, которые мне дают сразу же там теневое пятно, там акценты, много фактуры, чтобы я как можно меньше рисовал и как можно больше эффект у меня был на листе в итоге. И там экспериментировал с газетой, с бумагой, думаю, я помакаю ее немножко в тушь, и там, ну, и это мне поможет. И самый хороший, более-менее там контролируемый вариант почему-то получился от полиэтилена. Ну, я не знаю, я взял мешок для пищевой пленки и скомкал его, и вот это хорошо работает. Ну, просто это странно. Но, может быть, если я возьму еще больше формат, у меня он там лежит, формата 2, может быть, и газета будет хорошо работать. Вот у меня первая ориентировка была на то, что газета хорошо сработает. Но все-таки полиэтилен почему-то вот в моем случае оказался лучше. Но я все еще продолжаю экспериментировать. Но мне очень-очень-очень-очень нравится то, куда идет вот эта вот моя техника. Ей как будто бы не хватало чего-нибудь для того, чтобы из такой аккуратистской истории, ну, такой тоненькие линии, четенькие, такой утонченной перейти в то, что дает такую прям силу, мощь. Вот меня с этого просто прям прет и тащит. Вот, в целом такие новости. В общем, вот это был такой новый формат. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Эдуард Кичигин, и это моя мокка. И вот такие видосы будут, наверное, там почаще в ближайшее время, где я буду рассказывать какие-то полезные штуки, которые касаются вот этой и темы скетчинга, и темы проектирования архитектуры, ландшафтной архитектуры. И из практики, ну, полевой практики, там все, что происходит с проектом, ну, не все, что я могу сказать о проектах. Я, например, не могу показывать некоторые штуки, ну, просто не могу. И поэтому это все будет за кадром. А некоторые штуки, они могут быть публичными, там, с одной стороны, только, например, не полностью. Это я тоже могу говорить. Вот что могу говорить, то буду рассказывать и теоретические штуки, потому что там преподавание в университете лесотехническом, это, блин, интересно. Но там тоже есть свои ограничения, и я прям недавно реально на пустом месте с ними столкнулся. Это странно, да, очень странно. Ну ладно. Вот. И смотрите там в описании к видео и ссылка на мою Сачи галерею, да. Ну, там одни ценники на мои работы. Если вы смотрите в Инстаграм, в сторис, ну, вообще в Инстаграм, то там можно побюджетнее решить этот вопрос, если вам интересно. Вот. И смотрите там в описании к видео, ну и в комментариях, да, в закрепленных комментариях очень много ссылок на видосы по тому типу скетчинга, который я показываю, про мою итальянскую школу скетчинга, откуда все ноги растут, вот оттуда, итальянский бэкграунд. И смотрите, кликайте на те варианты, которые вам больше подходят, там про то, как рисовать ландшафтную архитектуру, скетчинг в путешествиях, скетчинг линером, скетчинг пером и тушью, маркером, как рисовать деревья, как рисовать здания, как рисовать человечков, как рисовать, ну, там, фигуру, анатомию, там, моей стилистике. Это все разбито по плейлистам, и у меня там прям список в этом закрепленном комментарии, поэтому смотрите, изучайте и практикуйтесь. Как практиковаться, это очень просто. У меня видео обычно сняты такие от начала до конца. И вы берете то видео, которое вам понравилось, включаете на экране
и идете по шагам. Там посмотрели, ну, послушали там, что я говорю, и на листе это набросали. Дальше передвинулись немножко и дальше набросали. Еще немножко передвинулись, дальше набросали. И идете со мной, ну, по этому уроку как по шагам. Вот. Очень просто. И если делать так, ну, многие итерации, вот, будет результат хороший. Так что всем чао-чао, всем огня. Пока.